Это видео о тонкостях в договоре, работе с заказчиками, общении с заказчиками и прочих подобных нюансов. В первой части видео было о художественной стороне иллюстрации. Если не видели, обязательно посмотрите. Начнем с того, что все должны ознакомиться с текстом Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященный авторскому праву. Это, по-моему, глава 70. Ссылку на кодекс я оставлю внизу. Текст нужно прочитать и разобраться в авторском праве, исключительном праве. Я уверена, на YouTube уже есть какой-нибудь юрист, который детально разобрал все по авторскому праву, и на этом я не буду останавливаться. Поговорим про договор. Хотела бы я начать это видео с того, что без договора мы не работаем. Но для тех, кто живет в России, иногда все немножко сложно. И всегда все идет не так. Когда я работала на Upwork, договор был настолько важной вещью, и вообще любые мои иностранные заказчики первым делом часами обговаривали все нюансы работы. Иногда наши договоренности выходили за несколько дней. Мне казалось, что мы уже обо всем поговорили, и давайте уже быстрее приступим к работе. Но иностранные заказчики всегда хотят полностью себя обезопасить и раскрыть все возможные пункты, которые потом могут выйти им боком. Собственно, благодаря этому я четко научилась структурировать информацию по заказу. Хочется отметить, что помимо требований заказчиков, мне тоже активно предлагали вносить в договор свои пункты. То есть это действительно был договор на равных. Что еще было хорошо, работая с платформой и вообще, когда вы работаете с каким-нибудь посредником по типу Upwork, при возникновении спорных вопросов третьим лицом, которое решает вопросы, выступает как раз-таки площадка. У меня никогда такого не было, но я заходила читать разные ситуации и решения, которые предлагал Upwork, чтобы быть максимально подготовленной. Из всех случаев, что я читала, все было действительно по справедливости. В зависимости от ситуации возмещали одной из сторон потраченное время или просто предлагали разойтись мирно. И каждый остается при своем. Если стороны не согласны с решением Upwork, они уже могут решить этот вопрос в суде. В самих правилах Upwork было прописано, что все судебные процедуры будут проходить в Калифорнии, по-моему, то есть по месту нахождения самого Upwork. Но, естественно, после такого пункта все заказчики и исполнители из других стран, я думаю, всегда были бы согласны на мирное решение вопросов. Когда я начала активно работать с заказчиками из России и СНГ, вопрос договора — это был прям больная тема. И чем крупнее заказчик, тем больше бардака было с договором. Какой обычно был сценарий? Приходит крупная компания, описывает заказ, мы оговариваем все условия, те, что я рассказывала в первой части про правки, сроки, этапы работы. И чаще всего все это происходит по переписке. И тогда я говорю, включайте все эти пункты в договор, присылайте договор, подписываем и начинаем работу. И тут начинается цирк с конями. Тут уже у кого на что фантазии хватало. Говорят, ой, ну вы знаете, это такая бюрократия. У нас девушка, которая занимается документами, дальше через запятую. Занята, в отпуске, заболела, в декрете. А нам же нужно срочно. Давайте вы пока рисуйте, а как раз через неделю договор будет готов. И такая история была в 90% случаев. Однажды я не выдержала и сказала, я вас не знаю, без договора работать не буду, а то, что вам нужно срочно, это вы сами должны были планировать свои заказы как-то заранее. Так как это была большая компания, девушка, с которой я общалась по заказу, на самом деле тоже была жертвой обстоятельств и жертвой вышестоящего начальства. Она поступила так, скинула мне лично из своих средств на карту предоплату с условием, что когда мне оплатят по договору, я верну ей эту предоплату точно так же на ее личную карту. И так я поняла, что эту дрянную систему сначала рисуй, потом договор, скорее всего, не сломить. Кстати, из любимого было, однажды мне сказали, девушка, ну как мы подпишем с вами договор, если еще не имеем той картинки, которую мы заказали? Нам же нужно вставить эту картинку в договор. Я говорю, ну сначала заключается договор, а потом вы отдельно печатаете акт приема передачи работы и подшиваете его к договору. И мне говорят, это глупость какая-то, так никто не делает. Окей. Бывало так, что я работаю уже 3-й месяц, а мне еще за первые 2 не прислали договор и не оплатили. И шантаж типа «пока не оплатите, рисовать не буду» тоже не работает. И получалось так. Я отказываюсь рисовать 3-й месяц, говоря, заплатите за первые 2. В начале 4-го месяца мне присылают договор, мне оплачивают за первые 2 месяца, и я снова рисую 4-й месяц. Деньги быстрее я не получила, а просто слила этот месяц впустую. Ко всему этому хочу добавить, что ни разу не было такого, чтобы меня кто-то обманул и не заплатил. Сейчас, скорее всего, сейчас век интернета, вообще невыгодно кого-то обманывать, это может все разойтись по сети, и в итоге с этим заказчиком никто не будет работать.
подписывать, особенно если это крупная компания. Из этого вытекают следующие советы. Всегда ведите переписку с заказчиком профессионально. Даже если деньги задерживают уже 3-й месяц, всегда оставайтесь профессионалом. Возможно, вашу переписку в дальнейшем будут читать юристы. Не пишите ничего на эмоции. Меня редко когда бомбит, но когда я понимаю, что заказчик поступает некрасиво и хочется ему что-нибудь такое написать, я всегда просто остываю несколько минут и потом пишу на холодную голову. Если вы ведете переписку в мессенджерах, обязательно делайте скриншот. Вообще делать скриншоты — это супер полезная вещь. Мне пару раз пригодилось, чтобы напомнить заказчику, что он говорил, а что он не говорил, потому что его переписка случайным образом потерялась. Даже если договор заключается постфактум, все равно требуйте прописания всех ваших условий по правкам, по ходу работы, чтобы потом заказчик не вернулся к вам за доп. Услугами, которые бесплатны, потому что в договоре это не прописано. А если к вам пришел частный заказчик и договор явно никакой не маячит, то просто просите процент от суммы, залог. Да, это половина суммы, иногда это треть суммы. Тут уже на ваше усмотрение. Теперь про супер неочевидные вещи, с которыми я столкнулась. Когда заказчику очень нужно, он присылает к тебе курьера на дом. С договором ты его подписываешь, и курьер тут же его увозит. Супер! Система, мне очень нравится, всегда бы было так. А вот когда не сильно горит, в последнее время я все чаще сталкиваюсь с тем, что меня просят напечатать договор и отправить его. И что в этом такого, скажете вы? А вот что. Мой принтер находится за 1000 километров от меня. Я так и не привезла его сюда, и, если честно, его даже некуда ставить. А теперь внимание, печать под моим домом стоит 18 рублей за лист. Договор в 2 экземплярах выходит мне 1500-2000 рублей в зависимости от пухлости договора. Конечно же, плюс отправка почтой за мой счет. Не говоря уже о моем личном времени, потому что я должна все бросить и отправить прямо сейчас, ну как обычно. И вот эти все непредвиденные расходы, которые я, по сути, должна включить в стоимость работы. Это при том, что у всех больших заказчиков есть офис, и там у них куча бесплатной печати. Кстати, потом выпросить свой подписанный экземпляр фактически невозможно. Если они прислали сразу, то пиши пропало. Однажды я пришла в офис к заказчику и сказала, что хочу забрать все мои экземпляры. Сотрудничала я с ними около 3 лет. Ой, сейчас идти, искать там целый шкаф с этими бумажками. А зачем они тебе? Давай не будем. Так вот, запишите себе этот пункт еще на этапе переговоров. Просить, кто печатает договор, кто его отправляет, как вы получите свою копию договора. Если у вас нет принтера, смело приплюсовывайте плюс 1000 к непредвиденным расходам. Не думайте, что заказчик всегда тянет с договором. Заказчик начинает дело с договора и бумажек в целом, когда ему это нужно. Например, когда нужно подписать НДА, соглашение о неразглашении, и вообще, когда это выгодно именно заказчику, первым делом идет договор. Кстати, еще в договоре мне однажды попался пункт, что я должна лично приехать в их офис по требованию заказчика, то есть по любому требованию. Не для подписания договора, не для того, чтобы забрать договор. Вот просто потому, что заказчик так решил. В тот момент я жила в Ростовской области, а офис был в Москве. Также в договоре было указано, что никто мне не будет возмещать деньги на дорогу. Естественно, такие пункты нужно требовать удалять и не надеяться на то, что да ладно, пронесет. Что еще? Не бойтесь задавать вопросы. Не бойтесь показаться глупым, что вы чего-то не знаете. Особенно по непонятным и заковыристым пунктам. Если вы, поискав в интернете, вы так и не нашли, что это за пункт, обязательно требуйте разъяснений. Знаете, как было у меня? Читаю договор, в середине попадается пункт. Просто белиберда какая-то. Читаю 10-й раз, не могу понять, о чем это. Думаю, наверное, устала. Завтра на свежую голову посмотрю, время еще терпит, встану и прочитаю. Встаю с утра, читаю, не могу понять. Начинаю гуглить, не могу найти, что это. Ничего нет. Пишу девушке, с которой я общаюсь по договору. Разъясните этот пункт. Она говорит, не обращайте внимания, это ошибка. Сейчас я ее уберу и пришлю вам уже правильный договор. По ходу выполнения заказа мы очень часто общались с этой девушкой, можно даже сказать, сдружились. И в конце, когда я выполнила всю работу, она мне сказала в личных сообщениях, что этот пункт они специально добавляют для того, чтобы узнать, читают ли договор или нет. И мотивы их остаются скрытыми. Я спросила, что вы делаете, если подписывают так? Она мне ответила, что либо ничего, либо говорят, что была ошибка в реквизитах и нужно переподписать договор и присылают уже без этого пункта. Поэтому всегда читайте договор. Кстати, про реквизиты. Вы можете отправить их правильно, но с той стороны обязательно кто-нибудь накосячит. Проверяйте их просто по миллиону раз. У меня была прям целая переписка насчет реквизитов. У меня закончилась карта. Я с этим заказчиком работала уже 3-й раз. И срок моей карты вышел, и я 200 раз написала, что реквизиты изменились, что карта закончилась, поменяйте реквизиты, вот вам новые. 500 000 раз повторила. И в итоге что? На финале присылают снова со старыми реквизитами. Хотя в теме письма как раз было исправленные реквизиты.
Да, художником быть непросто. Нужно быть еще бухгалтером, юристом, посыльным и вообще много кем. Итак, что входит в стоимость работы, кроме самой иллюстрации? Допустим, вы назвали цену за картинку 10 тысяч. Не забывайте, что вам налог нужно по самозанятости заплатить. Это минус 6%. Вам сказали напечатать 2 экземпляра договора и отправить его. Это, допустим, 1500 рублей. Доехать до почты, постоять там в очереди, потратить на это 30 минут, 1,5 часа, который вы могли бы порисовать, поработать. Допустим, ваш рабочий час стоит 1000 рублей. Таким образом, за картинку вы получаете уже не 10 тысяч, а 6 900 примерно. Но это как бы уже совсем не та цена, да? Поэтому всегда уточняем такие неочевидные вещи и включаем их в стоимость. Теперь поговорим о ценах. Как посчитать деньги за работу? Если речь идет об 2-3 иллюстрациях, то все просто. В зависимости от уровня детализации, сложности композиции, встраиваем цену одной картинки. Как я и говорила, легче всего иметь примеры в портфолио с разными уровнями проработки, которые ты показываешь заказчику. Допустим, вот такое стоит 5000, вот такое стоит 10, вот такое стоит 1 000 000. К этой основной цене мы приплюсовываем налоги плюс доп. Расходы, а также прописываем платные правки. Я очень долго не пользовалась схемой оплаты по часам. Для меня это было невыгодно, потому что я рисую быстро, но теперь мне к этому пришлось прийти, потому что рассчитать оплату за эскизы я не придумала как. Для меня самое сложное на большом проекте это посчитать именно работу над эскизами, потому что их может быть очень-очень много. При работе над концептами к играм и фильмам может получиться 20-30 штук эскизов и всего одна финальная работа. Поэтому схема, когда эскизы включены в стоимость работы, не работает, потому что я обычно делаю 2-3 эскиза к работе, и все это включено в стоимость финальной иллюстрации. А при работе на большом проекте уже так не получается. Как же рассчитать стоимость работы за час? В интернете много подобных картинок с расчетом стоимости часа работы специалистов, но тут есть большое но. Человек получает фиксированную сумму в месяц. И будем честны, из 8-часового рабочего дня человек реально работает, в лучшем случае 4. Остальное передвижение между отделами с кофе, разговоры с коллегами, разбирание почты и так далее. Если вы сконцентрированно работаете весь час не вставая, то ваш час может стоить дороже. Если вы за этот час никак не можете усидеть, и вам нужен перерыв на чай, перерыв на кофе, посмотреть в окно, и фактического рисования там минут 25-30, то такой час, естественно, стоит дешевле. Я люблю работать по часу, по 1,5 без перерывов. А если работа затянула, то и все 2. Вот прям сидеть, рисовать и не вставать. Вот да, вот эти все помодоро, каждые 15 минут встать, размяться, отойти от компа для меня не работают. У меня несколько проектов одновременно, и мне всегда выгоднее и удобнее рисовать по 2 часа, но очень сконцентрированно. Потом перерыв и 2 часа снова очень сконцентрированно для другого проекта. В большинстве случаев мой рисовательный день не больше 4-5 часов. Дальше я уже иду делать другие дела. Для кого-то так не работает. Кому-то нужно весь день подходить, по 30 минут рисовать, отходить, снова подходить через час. Лучше всего для себя поставить эксперимент, засечь час и посмотреть, сколько всего скетчей вы нарисуете. Но заказчику все равно я не советую говорить эту цифру, сколько за час вы можете сделать, потому что все мы люди, и мы устаем. И если сегодня вы сели и сделали 5 скетчей за час, когда у вас закажут работу, и вы обозначите заказчику, что вы делаете 5 скетчей за час, а вы сделали только 3, у заказчика появятся вопросы. Если все-таки заказчик настаивает узнать, сколько вы за час можете сделать скетчей, то лучше говорить интервал между 2-5 штуками. Вообще с оплатой по часам сложно. Возможно, если я в дальнейшем разработаю какой-то более подробный метод, я вам об этом обязательно сообщу. И если у вас есть свои какие-то лайфхаки, как вы это делаете, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что очень интересно узнать, как кто считает свою работу за час, насколько это действительно работает. Все полезные ссылки оставлю внизу. Всегда читайте договор, разбирайтесь с авторским правом. Короче, будьте юристами, бухгалтерами, посыльными и секретарями. И немножко художниками. Пока!